Начнем с повторения. Обычная дробь, запишем самую простую, 4 десятых. Это у нас числитель, это у нас знаменатель. Из арифметики известно, что если мы и числитель, и знаменатель одновременно умножим или разделим на какое-то одинаковое число, они не поменяются. Если мы числитель, например, разделим на число 2 и знаменатель разделим на число 2, мы получим, допустим, 2 пятых. Величина дроби не поменялась. Обращаю внимание, что то число, на которое мы делим и числитель, и знаменатель, должно быть одинаково. То же самое происходит с умножением. Если числитель умножим на какое-то число и знаменатель, но на одинаковое число, тоже двойку давайте умножим, будет 8 двадцатых, дробь не поменял. Напомню эти возможности дробей. Еще обратим внимание на такой факт, что если я показываю о том, что в числителе и знаменателе находится пока одно число, если там находится несколько чисел, но они обусловлены операциями умножения либо деления, это тоже можно производить безболезненно. К примеру, 3 умножится на 2, здесь 7 внизу. Мы можем тоже умножить этот числитель и знаменатель на 2, дробь не поменяется, либо разделить числитель и знаменатель. Семерка не делится на 2, но это если бы у нас было какое-то другое число. Во всяком случае, операция умножения, операция деления, она не препятствует тому, что мы можем либо разделить или числитель и знаменатель. Другое дело, если в числителе либо в знаменателе находится выражение, которое формируется с помощью операции сложения либо вычитания. Я это напишу не вычисляя, например, такое значение, что делится на 4. Как видите, тут можно сначала вычислить, что же это будет, какое выражение. Но дело в том, что если тут более какое-то сложное выражение, и в нем указаны либо сложение, либо вычитание, просто умножать либо делить нельзя. В принципе, это дело можно, но как это выглядит? Выглядит это таким образом, что я еще раз говорю, что если весь числитель и весь знаменатель умножить, либо разделить на какое-то одинаковое число, он не поменяется. Как быть вот с этим? Очень просто. Берем его в скобки. 1 плюс 3 минус 2 четвертых. А теперь, понимая, что это является одним числом, мы можем либо умножить на какое-то число, либо разделить на какое-то число. Еще раз подчеркиваю, что весь числитель и весь знаменатель, какой он громоздкий может быть и будет. Кроме этого, еще одно такое свойство, которое не отражается, но я хотел бы просто сказать, что если взять самый первый дробь и умножить на какое-то выражение, которое содержит внутри операции и так далее, на выражение, но выражение одинаковое и вверху числителя, и внизу в знаменателе, тогда эта дробь не меняется. Таким же точным образом можно и разделить на какое-то выражение. Если мы разделим на выражение, которое внутри находится и в числителе, и в знаменателе, тогда эта дробь у нас тоже не меняется. В дальнейшем укажет еще дополнительные возможности. Внутри этих скобок, которые я сейчас взял, находится операция, которая может быть и деление, умножение, сложение, вычитание и так далее. Но одно должно быть понятно. И числитель, и знаменатель мы должны в этих операциях либо умножать, либо разделять, это число должно быть одинаково. Напомню еще такие операции, которые являются сокращением дробей. У нас находятся числители, такие дроби, которые можно перемножить. 2 умножить на 3 умножить на 7. Это у нас числитель. Знаменатели пусть будет 5 умножить на 2. Я их специально не перемножаю для того, чтобы показать, каким образом можно эту дробь немножко упростить. Обратите внимание, что здесь находятся двойки и вверху, и внизу, но они находятся в группе множителей. Раз в группе множителей их можно переставить. Можно написать 3 на 7 на 2, а внизу тоже 5 умножить на 2. Ничего не напоминает. Это напоминает о том, что если мы эту дробь, которая была вот с этой стороны, умножили на 2. Если мы эту дробь возьмем, сократим на 2, то ровным счетом ничего не поменяется. Мы можем разделить это дело на 2, и это делим на 2. Персонально делим вот это число на 2 и это число на 2. Вместо них мы получаем единицу. 3 умножить на 7 и умножить на единичку. Делится на 5, умножится на единицу. Я специально написал эту единицу не просто так. Если 2 разделить на 2, это будет единица. Но единица в группе множителей, она не играет роли, поэтому у нас будет выражение 3 умножить на 2, что делится на 5. Фактически мы провели упрощение дроби. Она была более сложная, мы немножко свели к тому, что легче будет вычислять. Можем еще один пример привести. Дробь 2,14. Как это можно расписать? 14 можно расписать как 7 умножить на 2. Можно. Множителя будет 2 и 7 умножить на 2. Опять же, обратите внимание, что числитель и знаменатель можно разделить на 2. И числитель разделить на 2, и знаменатель разделить на 2, чтобы избавиться от этой двойки знаменателя и от этой двойки числителя. Но не забывайте о том, что если мы разделим на 2, здесь у нас останется единица, а здесь останется 7, что множится на единицу. Эта единица
единица. Уже единицу надо обязательно ставить, потому что она является одна. Если бы она была в группе множителей, как вот здесь, тогда ей можно пренебречь. А в таком случае, поскольку она одна, нужно записать единицу. Не может же у нас числитель остаться без ничего. Получается 1/7. Другими словами говоря, мы немножко тоже себе дробь упростили. Я специально ничего не сокращаю. 9/18. Давайте разложим вверху это дело на множители и внизу на множители. Равно будет 3, что множится на 3. И здесь можно как шаг написать 6, что множится на 3. Кроме этого, можно потом и шестерку разложить. Но пока это дело не будем, сделаем дальше. Смотрите, 3 умножить на 3 и эту тройку. Поскольку мы, следуя вот этим операциям, что мы есть при умножении дробь не меняется, то же самое и при делении дробь не меняется. Делим числитель на тройку и знаменатель разделим на тройку. Вместо них запишем единичку. 3, что множится на 1, и 6, что множится на 1. И у нас будет 3 шестых. Единичка в группе, она не играет роли, просто переписали. А теперь эту еще можно разделить шестерку на 2 множителя 3, а шестерку можно разделить как 2, что множится на 3. Опять можно тройку эту сократить. Как сократить? Это разделить на 3 и это разделить на 3. Здесь мы что получим? Единичку. Здесь тоже получим единичку. У нас получается единица, что делится на 2, что множится на единицу. Единицу эту можно пренебречь, она находится в группе. Мы получили 1/2. Конечно, я специально это дело написал последовательно. Можно было бы сразу разложить 18 на 2. Множитель это 9, что множится на 2. Девятку сократить. Но я показал, каким образом можно последовательно идти и сокращать вот эти операции. Кроме того, что имея возможность свойством умножения и деления и числителя и знаменателя на одно и то же самое число, привели эти примеры. Можно дробь как упростить, сокращая некоторые элементы, так и усложнить, если нужно умножить в решении задач. С другой стороны, можем понимать, что дробь не поменяется, если мы умножаем не просто на число, а на какое-то выражение. Физика это может быть часто применяться. Хотел обратить внимание на то, что дробь умножить либо разделить на одинаковое число. Я хочу добавить, что можно разделить либо умножить на одинаковое выражение. Еще нужно вспомнить операцию дробей. Это будет операция сложения и вычитания. Правило сложения и вычитания дробей, она весьма своеобразная, может быть более сложная, чем операция умножения либо деления дробей. К примеру, сложим 2 дроби, 1/2, прибавить 1/3. Для того, чтобы провести эту операцию, необходимо, первое правило, знаменатели этих дробей должны быть одинаковые. Тогда мы можем каким-то образом работать с числителем. Как сделать так, чтобы знаменатели были одинаковые? Математика говорит, что нужно найти наименьший общий множитель. Какой здесь может быть наименьший общий множитель? Например, это шестерка. Шестерка делится и на тройку, и делится и на двойку. Для того, чтобы получить знаменатель здесь 6 одинаковый, что мы делаем? Есть дробь 1/2. Чтобы получить 6, мы должны умножить на 3. Правильно? Тут будет тогда 6. Но для того, чтобы дробь не поменялась, нужно и числитель умножить. Прибавить 1/3. Здесь тоже мы хотим получить знаменатель шестерку. Для того, чтобы получить шестерку знаменатель, мы должны домножить на 2. А это что? Тоже должны домножить на 2, чтобы дробь не поменялась. И что мы получили? Мы получили 3 шестых прибавить 2 шестых. Теперь у нас знаменатели одинаковые, но дроби у нас тоже своего значения не поменяли. Почему? Потому что выполняли операции умножения на одинаковое число. Эта дробь, которую мы выполнили здесь, полностью соответствует первой дроби, а вот эта дробь, которую мы выполнили умножение 2 соответствует второй дроби. Теперь, поскольку знаменатели одинаковые, привели к общему знаменателю, поэтому 3 плюс 2 будет равно 5 шестых. Аналогичным образом проводится операция вычитания. Для того, чтобы провести операцию вычитания, нам необходимо тоже использовать тот факт, что знаменатели должны быть одинаковы. Например, 1/2 отнять 1/3. Мы уже знаем о том, что нужно сделать так, чтобы здесь были одинаковые знаменатели. Можно взять шестерку, можно взять число 12, можно взять число 24. Любое число, но как правило, берется наименьший общий знаменатель. Можно взять любой, но просто зачем нам большие числа, если мы можем работать с малым? Опять же, приводим к общему знаменателю. Первая дробь 1/2, для того, чтобы было знаменатель шестерка здесь внизу, здесь будет тройка и здесь будет тройка. И минус 1/3, чтобы знаменатель был шестерка внизу. Здесь будет двойка и здесь будет двойка. Теперь мы из этих двух дробей первой и второй получаем такие значения. 3 шестых отнять 2 шестых. Поскольку у нас знаменатели общие, одинаковые, шестерку пишем в знаменатель, 3 отнять 2, мы получаем 1 шестую. Уместен вопрос, а почему я беру только шестерку? Мог ли я взять бы, например, число не 6, а 12? Получим ли мы такой результат или нет? Конечно, получим. Посмотрите. Мы берем 1/2 минус 1/3. Сложением будет такая же точно картина. Говорим о том, что у нас будет общий знаменатель 12. 12 делится и на 2, и на 3. Для того, чтобы получить первой дроби число 12, на сколько надо умножить? 2 умножить на 6. Значит, и числитель нужно умножить на 6. Отнять 1/3. Чтобы здесь получить 12, на сколько нужно умножить? Тут на 4 и тут умножить
умножить на 4. Мы получаем, знаменатель у нас 12, здесь будет 6, отнять 4. Мы получили 2 12. Так? А теперь давайте 12 разложим на 2 множить. Внизу будет 6, что умножится на 2. Можем сократить на двойку? Можем. Что у нас будет? Если мы сократим на двойку в числителе, будет 2 разделить на 2, будет единица. И тут тоже даст единицу. То есть у нас единица будет, что делится на 6, что умножится на единицу. Этой единицей мы, естественно, пренебрегаем, потому что находится в группе множителей. Мы получаем то же самое 1/6. После того, как мы провели вот эти операции, нужно было сократить эти дроби для того, чтобы уменьшить значение, чтобы легче было работать. Но результат получили такой же. Любое значение, которое является общим знаменателем для двух дробей. Для трех дробей, например, если это какие-то операции проводятся, допустим, 1/2 плюс 1/3 и плюс 1/4. А теперь нужно для трех дробей провести операцию сложения. Как провести? Сделать общий знаменатель для всех этих трех. Как видно уже, шестерка у нас не пройдет, но число 12 подойдет, потому что оно делится и на 4, и на 3, и на 2. Что мы получим? Если мы хотим получить число 12, мы должны здесь 2 умножить на сколько? На 6. Так, чтобы было 12. 3 и здесь умножить на 6. Троечка, 1/3. На сколько мы должны умножить для того, чтобы получить число здесь 12? На 4. Но и числитель тоже умножаем на 4. Плюс 1/4. А четверку 1/4, чтобы получить 12, нужно умножить здесь на 3 и здесь умножить на 3. Что мы получили? 6/12 плюс 4/12 и плюс 3/12. Теперь мы можем сложить это все до 12 и получаем 13/12. Следующая операция – это операция умножения, но она намного проще, чем операция сложения. Если, например, хотим умножить 2 дроби, 2/4, например, умножить на 4/5, она выполняется очень просто. И результат будет такой, что при умножении двух дробей числитель первой дроби множится на числитель второй дроби, знаменатель первой дроби множится на знаменатель второй дроби. Без всяких преобразований, без ничего. 4 умножим на... Мы получили число, результат умножения. Числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. После того, как мы получаем какое-то значение, мы можем провести нам известные операции, которые мы знаем. Можно это дело написать 8/20, а с другой стороны, сама эта запись говорит о том, что и здесь есть четверка, и здесь есть четверка. Можно написать таким образом: 2, что множится на 4, и 5, что множится на 4. Я специально их переставил местами, чтобы оно было наглядно. В принципе, это не играет роль. Можем разделить и это на 4, и это на 4. Мы получим здесь единичку, здесь единичку. 2, что множится на 1, и 5, что множится на 1. Поскольку единицы находятся в группе множителей, мы их игнорируем, у нас будет просто 2/5. Операция умножения сводится к тому, что числитель первой дроби множится на числитель второй дроби, перемножить числитель и знаменатель. Операция деления. Проведем операцию деления таким образом. Возьмем опять же каких-то 2 дроби, 2/3, разделить на 4/5. Как провести эту операцию? Операция деления двух дробей, как правило, сводится к тому, что нужно провести операцию умножения на обратную дробь. Как это выглядит? Выглядит это таким образом. Первая дробь, которая является делимой, мы ее пишем без изменения. 2/3. А вот вторая дробь меняется местами числителя и знаменателя. Множится на 5/4. Видите? Пятерка была здесь в знаменателе, стала в числителе. Четверка была здесь в числителе, стала в знаменателе. А теперь, зная, каким образом производится умножение, просто перемножаем по тому правилу, которое знаем, как умножать эти две дроби. То есть числитель умножим на числитель, знаменатель умножим на знаменатель. Получаем 2 умножить на 5 и 3 умножить на 4. Мы можем сразу получить 10/12 по нашему правилу. Мы можем эту четверку разложить на 2 двоечки. Например, можем сразу записать это дело как 10/12. Это не проблема. Но можно и так записать. Потом сокращать это значение. Но можно и так и записать. Допустим, 5, что множится на 2, 3, что множится на 2, и что множится на 2. Вот наша четверка. Что можно сделать? Можно сделать, разделить, опять же, и числитель, и знаменатель на двойку. И числитель делим на двойку, и знаменатель делим на двойку. Вместо вот этих значений мы получаем единичку, то есть получаем 5, что множится на единицу. Внизу получается 3, что множится на 2, что множится на единицу. Единицы мы пренебрегаем, потому что они находятся в группе множителей. То есть они не меняют выражение. И мы получили 5, деленное на 6. 5 шестых. Таким образом производится операция. Для операции сложения, еще раз подчеркну, необходимо привести для сложения и вычитания дроби к общему знаменателю. После этого только можно проводить эту операцию. Для операции умножения необходимо числитель умножить на числитель, знаменатель умножить на знаменатель. И тогда мы получаем результат. Операция деления заменяется операцией умножения на обратную дробь. Дробь делимую оставляем без изменения, а та дробь, на которую делят,
меняем местами знаменатель и числитель, то есть переворачиваем ее. И после этого операция деления заменилась на операцию умножения, а дальше по известному правилу умножаем. Хочу еще сказать о том, что в некоторых случаях нам необходимо будет проводить такие операции, как дробь разделить на некоторые величины, несколько слагаемых. Например, при операциях умножения нужно будет в некоторых случаях при решении задач, возьмем, например, такое число 4, 15. Мы можем это дело разделить на множить. 2 умножить на 2, а здесь будет 5 умножить на 3. Обратите внимание, что здесь мы провели предыдущую операцию умножения. Так, то есть две дроби. Можно сказать о том, что дробь 2 пятых множится на дробь 2 трети. Похожая ситуация. То есть мы провели процесс обратно. Иногда в решении задачи это будет необходимо, что можно разделить. Может где-то производится соответствующее сокращение, и нам это будет выгодно. Это при операции, когда вы можете разделить это дело на множить. Можно и по-другому это дело разделить. Например, можно написать вот такое выражение: 4 плюс 4 можно разделить на 15. Можно разделить четверку, например, на 2 слагаемых. Допустим, 3 плюс 1. Так? 3 плюс 1 – 15. Мы провели операцию сложения наоборот. Мы видим, что дробь 3 пятнадцатых сложить с 1 пятнадцатой. Здесь провели наоборот. Тут мы проводили к общему знаменателю, а тут у нас общий знаменатель есть, но зато мы разделили числитель. Иногда тоже этими возможностями можно будет воспользоваться. Ту же самую четверку можем представить таким образом, что 5 отнять единицу, что делим на 15. 15 знаменателей, мы получаем 5 пятнадцатых минус 1 15. Это дело тоже может быть иногда понадобится провести такую математическую замену в решении некоторых задач. Этих вариантов может быть очень много, но с другой стороны нужно понимать, что возможность дробей в таком плане нужно очень часто использовать в решениях задач по физике. Да, еще есть один момент. Я хотел бы обратить внимание, как проводить операцию дроби с целым числом. Не буду я останавливаться на том, каким образом это делается в математике средней школы. Я просто хочу, опять же, провести это с точки зрения сложения или вычитания дробей или его умножения. Например, число 2. Давайте сложим с какой-то дробью. 2 прибавить 3 четвертых. Как быть в данной ситуации? Любое целое число можно заменить его дробью. Как заменить? Очень просто. Двойка будет равна 2 первых. И все. А теперь мы, смотрите, получаем 2 первых прибавить 3 четвертых. Что мы имеем? Имеем то, что нужно провести операцию сложения. Сначала провести общий знаменатель в них. Естественно, будет четверка. Вверху надо домножить на 4. Это на 4 и это на 4. Получаем 8. Прибавить 3 и получаем 11 четвертых. Любое целое число мы можем спокойно заменить его дробью. То же самое при операциях деления и умножения. Возьмем двойку. Умножить на 3 четвертых. Как? Уже зная, как можно поменять двойку, как мы его заменим. А мы вот так вот заменим. 2 первых, что множится на 3 четвертых. Что мы получили? 6 четвертых. То же самое с операцией деления. Меняя значение числа на его значение дроби, любое значение. Уже вы теперь видите, что любое значение, допустим, то же самое число, допустим, любое взять 10, оно будет равно 10 первых. По такому принципу мы можем вернуть значение целого числа к его понятию. Оно будет выглядеть в дробном выражении. Хотел бы еще обратить внимание на то, что во всяком случае теперь мы понимаем, что можно для того, чтобы работать с дробными величинами, как можно больше упростить. Пусть у нас будет какие-то множители вверху, числители 3, что множится на 7, что множится на 2, что множится на 9, что делится, допустим, на 4, на 5, множится на 14, множится на 3. Проблем нет. Можно сразу перемножить, числитель перемножить. Перемножить знаменатель. Естественно, получим какое-то число, а с другой стороны, можно же его упростить. В любом случае, если мы получаем какое-то число, его нужно будет либо сократить, перевести к более простому виду, чем будет сложнее. Смотрите, видим, тройка есть у нас сверху. Тройка есть числители, тройка есть знаменатель. Можно эту тройку разделить на 3? Это разделить на 3 и это разделить на 3. Можно. Вместо этого будет единичка. Я уже не буду писать операцию деления. Будем понимать. И вместо этой троечки будет единичка. Уже проще. Проще. Как она будет выглядеть? Теперь пишем. 1 множится на 7, множится на 2, множится на 9 и делится на 4, что множится на 5, что множится на 4. Теперь смотрите, можно 14 разделить на 7 и на 2? Можно, оказывается. Как оно будет теперь? Теперь, да, тут еще же вот эту единицу я забыл записать, но теперь она как выглядит? 7 умножить на 2, умножить на 9, 4 на 5, а теперь 14 мы разделим на 7 и на 2. Какие теперь можно
убрать числа для того, чтобы упростить эту дробь. Двойку можно убрать? Можно. Вместо этого будет единица. И здесь будет единица. Семерку можно убрать? Можно. Вместо этого будет единичка, и это будет единичка. Что мы получаем в результате? 1 множится на 1 множится на 9, делится на 4, что множится на конечном итоге, да, и на 2 единицы. Единица, естественно, мы не пишем. Нас они уже больше не интересуют, потому что они ничего тут не сделают. У нас останется в числителе девятка, внизу будет 20. Если бы мы все эти числа перемножили так в столбик или как-то, по-другому, в конечном итоге получили большое число, и нам нужно было бы искать, каким образом его можно сократить, на какие числа, то есть выдумать. А так мы убрали лишние значения, которые нам дает возможность выражения работы с дробями убрать. И у нас намного проще получился результат. Мы в следующем занятии будем дальше продолжать работу с дробями. Почему я начал с дробей? Дело в том, что в физике есть очень много величин, которые не просто числовые, они имеют какую-то размерность. То есть они именные величины. И не обязательно они находятся просто величины. Есть выражения, которые являются дробными выражениями, например, как определение скорости, определение силы и так далее. Надо будет понимать, каким образом правильно решать эти задачи для того, чтобы получить верный результат. Поэтому я не просто подчеркнул вот это вот выражение, чтобы дробь можно либо умножить, либо разделить на одинаковое число. Числитель, весь числитель и весь знаменатель. Еще раз подчеркиваю, весь. Если этот знаменатель находится с каким-то выражением, такое выражение мы тоже можем умножить на какое-то число, какое-то выражение, но это выражение должно быть одинаковое. И вверху в числителе, и в знаменателе внизу, для того, чтобы дробь не изменилась.